Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаю, что вы все любите такой формат видео. Моя подписчица попросила помочь разобраться, как шить красивый лоскутный блок. Да и я сама люблю шить простые, но эффектные вещи. Поэтому приступаем. Для работы нам понадобятся ткани 3 цветов. 2 насыщенные, 1 фоновая. Нарежем полоски шириной 6 сантиметров. Перед дальнейшей работой посчитаем количество деталей. Нам понадобятся заготовки 3 видов. Вот на схеме я их нарисовала. 8 деталей со светлым квадратиком на красном фоне, 4 детали, светлый квадратик на синем фоне и 4 детали, составленных из 2 прямоугольников, синего и красного. Зная количество деталей, можно определить длину полосок ткани. Просто умножаем на 6 сантиметров. Первым делом нужно сшить вместе длинными сторонами светлую и синюю ткань, затем светлую и красную. После этого сшиваем вместе синюю и красную полоски. Отшитые детали разворачиваем, проутюживаем. Теперь разрежем их на кусочки 6 сантиметров шириной. Дальше мы все детали нашиваем на полоску ткани. Нам нужен квадрат со светлым уголком. Работаем поэтому по ускоренной методике. При работе за швейной машинкой строчку делаем крепкой, мелкой, закрепки обязательным. Получившиеся заготовки разворачиваем, промеряем. Ширина полоски 10,5 сантиметров. Значит, в длину тоже отмеряем 10,5 сантиметров и разрезаем заготовки. А красно-синей полоской работаем немного по-другому. Мы ее сразу режем на квадраты 10,5 на 10,5 сантиметров. И получилось у нас 3 вида заготовок. Все, как мы хотели. А вот теперь самое интересное – выкладывание узора. Сначала обрисовываем красный угол, затем сочиняем продолжение. Недостающие края мы заполним треугольниками из фоновой ткани. Как определить их размер? Длина стороны квадрата 10,5 сантиметров, а треугольник выкраиваем немного больше, чтобы красиво получились края. Возьмем 12 сантиметров. Таких деталей нам надо 8 штук. Поэтому выкроем 4 квадрата 12 на 12 сантиметров и разрежем их по диагонали. По такому же принципу сделаем и боковые большие треугольники. Теперь главный вопрос. Как сшивать? Все как обычно. Шьем вертикальными рядами. Сначала собираем вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Не забываем присоединять треугольники. Смотрите, вот промежуточный этап. Отшитые гирлянды готовы к дальнейшему соединению. А вот мы немного поработали за кадром. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только сделать горизонтальные швы. Последний этап – закрываем боковые углы. Заготовка получилась 28 сантиметров шириной и 85 сантиметров длиной. Конечно, мы продолжим работать с этим лоскутным блоком. Приготовим кусок термостежки такого же размера и соединим его с синтепоном. Хорошо проутюжим. От горячего утюга синтепон станет плотным и жестким. Нам это как раз и нужно. Еще подготовим сэндвич из термостежки, синтепона и ткани для донышка. А первым делом займемся ручками. Сложим полоску термостежки вдоль пополам. Внутрь поместим какой-нибудь вспомогательный шнурок. Закрепим его вначале машинной строчкой и прошьем полоску по краю. А вот теперь показываю, зачем был нужен этот шнурок. Если мы за него потянем, то сможем легко вывернуть эту узкую деталь.
Следующий этап нашей работы – надо простегать боковую часть нашей заготовки, прошить термостежку синтепоном. И уже после этого соединим вместе боковину и красивый лоскутный верх. Прошьем их по длинной стороне. Но при этом в шов надо вставить ручки, те самые длинные трубочки, которые мы шили чуть раньше. Дальше мы разворачиваем заготовку, расправляем и совмещаем швы и прошиваем на швейной машинке. Затем расправляем получившуюся трубу, формируем бортик. На следующем этапе мы отстрачиваем верхний край, а затем прошиваем, простегиваем всю деталь. Получившуюся заготовку проутюживаем и подравниваем. А теперь уже можно сделать выкройку дна. Прикинем размер на куске бумаги. Вырежем. Как определить размер выкройки? Совместим середины боковых сторон и заколем булавками. Так сразу видно, подходит размер или нет. Когда нас все устраивает, вырежем эту деталь из заготовки для донышка. На деталях донышка отмечаем середины сторон. Совмещаем их с отметками середин боковой части. Закалываем булавками. Дальше пришиваем донышко иголкой с ниткой. А потом делаем строчку на швейной машинке. Открытые срезы обработаем косой бейкой. У нас все срезы округлые, поэтому полоску ткани шириной 4 см выкраиваем под углом 45 градусов по косой. Сначала пришиваем ее к верхней части. Затем отгибаем, дважды подгибаем и прошиваем на машинке. И готова у нас прекрасная корзина для рукоделия. Конечно, в нее можно поместить все, что угодно, но я вам покажу, над чем сейчас работаю. Это календарный температурный плед. Каждый день я провязываю всего один ряд, а цвет ниток зависит от температуры на улице. Я составила палитру. Эта зима очень суровая, стояли морозы ниже 30 градусов Цельсия. Поэтому в пледе широкая полоса почти черного цвета. Мороз минус 20 градусов – это фиолетовый цвет. Сейчас на моем пледе середина февраля. Ниток надо много, и все они прекрасно поместятся в нашу новую корзину. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте.
Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!